Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Вьетнама. Сегодня у нас 29 марта, и сегодня мы прилетели в Да Нан. А так мы прилетели, конечно же, вчера. И вчера мы были в Хошимине, где мы остановились на одну ночь. И вообще, как летели и где до этого были, смотрите все в предыдущих выпусках. Но это выпуск про наш первый вечер в городе Да Нан. И как это было, будет в этом видео. Поехали! Вышли мы из нашего отельчика. Видео про отельчик будет. Смотрите, у нас на канале. Но вот это вот наш отель. Находится на второй береговой линии. Буквально вон там уже первая береговая линия. Видим, что рядом есть мини-маркет. И планируем дойти куда-то перекусить. Сейчас посмотрим. Спросили, нам посоветовали какой-то ресторанчик. Я попробую туда дойти. Даже два мини-маркета. Вот мини-маркет, вон мини-маркет. В общем-то, очень удобно. А это тоже отель. Сделали круг почета. В итоге вышли к зеленому вот этому зданию. Да. О, да, кстати, огромнейший мини-маркет. Класс. Хорошо, что мы, как получается, рядом с ним живем. С очень большим мини-маркетом рядышком. Но сейчас мы уже ни море, ничего, к сожалению, не увидим. А вот, это все у нас будет в новом дне. Да, прям вот оно, смотрим, получается, да. Вот он наш отель, Golden Lotus, вот оно прям. И вот оно море. Да. Фонари были. А там, по-моему, вон тоже фонарь, нет? Не на море он светит. Он не на море, он на какой-то ресторане. Ну да. Но у нас будет такое Береговая линия. темное. У нас будет такое постоянное сравнение с Нячангом, да. Ну пойдем посмотрим, прогуляемся. Идем мы по первой береговой. Получается, здесь отельчики разные, пятизвездники. На первой береговой практически одни пятизвездники идут. Ну вот. Да, магазинов практически нет. Вспомните, мы идем по Нячангу, там и отели вот они расположены. В то же время много всяких магазинчиков, каких-то лавочек, где можно еду какую-то взять, развальчики. Здесь этого практически мы так вот идем, смотрим, нет. Наверное, все-таки надо в глубину уходить, и там все это будет. Это и хорошо, потому что здесь дорога основная. Наверное. И вот этот шаг, все такое прочее, а туда вглубь. Возможно. Ну, сейчас дойдем, да, я думаю, до первого вот перекрестка. Попробуем вглубь уйти. Какие-то пончики, десерты. Сколько? 60 местных денег стоит эклерчик, 69. Наше первое впечатление, в общем-то, подтверждается. Вот мы идем и говорим, что вроде как ты во Вьетнаме, но такое ощущение, что ты не совсем во Вьетнаме. Вот как. Ну, по-другому как-то ощущается город, совсем по-другому. Я говорю, и антуражно да. по-другому. Давай вот так вот сделаем, мы в Нячанг. Не, подожди, давай пройдем, посмотрим, попробуем. Не, это я смеюсь, конечно, а очень непривычно. А себя, да, здесь ощущать как-то вот по-другому. Ну, то есть это сложно объяснить, но это по-другому. В поисках обмена валюты мы решили зайти в магазин, где мы точно сможем расплатиться карточкой, которая у нас есть. И что-то себе купить, перекусить, потому что я так чувствую, очень тяжело найти место, где поменять деньги. Зашли в единственное ювелирное, которое встретили, нам сказали, что у них обменной валюты нет. Да, здесь ювелир. Как-то, да, то есть, и, во-первых, здесь ювелирок нет, вот как вот идешь по Нячангу. Да, здесь вот ты идешь по Нячангу, там ювелирка, но ювелирка сидит, ювелирка погоняет. И везде можно поменять деньги. Здесь практически вот нигде мы не видим, где это можно поменять. Ходим как дебилы, деньги есть, поменять не можем. Вот, твой кофе, кстати, по 90, а там был по 100 в этом, duty free. 100 с чем? Давай возьмем. Хотя бы кофе вкусный выпьем. Да. Хотя бы у нас это кофе, сейчас я приду в номер и вкусный кофе выпью. Где получу, не надо.
Честно скажу, обидно до слез, потому что пока вот, ну, может, кажется, еще темно, мы идем, как, не знаю, как бедные родственники, не понимаем, где мы находимся, где нам что поменять, где можно поесть. В основном одни рестораны, местных каких-то таких вот заведений, лавочек, что вот там как-то вот можно было зайти поесть нельзя. Мы посмотрели цены европейские. И ощущение, что ты не совсем в Вьетнаме, но пока вот такое вот ощущение. Так, нас спасла карта, уже не первый раз, российского банка Union Pay. Благодаря ей мы смогли расплатиться и что-то себе хочет кто-то купить. Но идем дальше в поисках баксов. Кстати, может, в кафешках, в ресторанах европеизированных, и там, где картами расплатиться, там точно сможем поесть и расплатиться картой. Но нам-то хочется что-то где-то поесть на такое. Ой, там такая, а там нужно было только наличными. Но чтобы вы понимали, где сейчас мы идем, согласно навигатору, у нас ведет там, где можно поменять деньги. Вот вообще, знаешь, меня это не радует тоже, как бы вот совсем. Вот примерно мы вот так вот и шли, да. Но там-то мы шли на базар, а здесь-то... Господи, где идем, а? Где идем? Непонятно. Ну, вообще, конечно, квиз. Ура! Сейчас шли два молодых человека, я прям слушаю, они по-русски разговаривают, на русской речи. Я говорю, я причем думала, что молодые люди, потом мне первые ребята остановитесь. Простите, пожалуйста, я услышала, вы это говорите на русском. Вот обменник, который он такой, да, во все вот туда, вот мы только что идем оттуда, там самый лучший курс по 25 600 они поменяли. Я говорю, а вообще вот только в Ничанге, он такой, ну вообще можно, но не во всех, а в это время вообще нигде не меняют. Это единственное место до 21:00, где можно поменять деньги. В общем, мы идем менять деньги и идем вроде по правильному курсу. Конечно, жуткие. В этом плане то, что магазинов много, но... В Ничанге выходишь, и тебя прям предлагают. Да, здесь... Так, давай я карту посмотрю, правильно мы идем. Так, мы вышли на какую-то улицу, где даже появилась жизнь. Сейчас я выкинуть. Вот так. Я выкинуть. Где-то в 100 метрах вот с левой стороны будет бак-сервис. О, неужели мы сейчас поменяем? Надо будет себе оставить потом эту локацию, запомнить. Потому что нам сказали, что да. Люди, что здесь, в общем-то, сложность. Ну да, сложности. Такая присутствует. Да, поэтому если вдруг, особенно если вы приезжаете в второй половине дня и вам нужно поменять деньги, то это единственная локация, где это можно сделать. Так, смотрим по карте, где мы. Мы почти дошли, Эко-Грин отель, ориентир. Вот он отельчик. И вот он бак-сервис. Вот здесь вот. И наверх поднимаешься, наверху можно поменять. Ура! Мы это сделали. Короче, курс 25,6. То есть, если вы меняете $100, это получается 2,560. Вот. В аэропорту я вчера меняла, когда по прилету, мне на $100 я получила 2,537. То есть, вот здесь получается чуть-чуть выгоднее курс на 23 местных денег, но рубля, да, миллионов, да, 23 тысячи. Вот, но это примерно на 4 умножим, 80. Ну, где-то примерно на 90 рублей выгоднее. Ну, как бы 90 рублей это не те деньги, да, в общем-то, можно и в аэропорту поменять. И не в этом дело, а дело в том, что, извините... Так, куда мы с тобой идем? Есть вот там, где местная кафешка? Куда мы идем? Не знаю. У нас была задача поменять деньги, мы поменяли, дальше мы идем. И мы не перето, у нас это не обнулился. А ведь подумают наши зрители, что мы напились. А главное, мы просто знаете, здесь ты даже будешь пить, не напьешься, потому что состояние шоковое какое-то. Ты не понимаешь, куда тебе идти. Так, сейчас я буду гуглить, куда нам идти, вообще, где мы находимся. Знаете, на дебилах земля держится, вы бы так сказали. Короче, я сейчас пыталась понять, где мы находимся. Загуглила по карте, где наш находится отель. Поставила точку. Посмотрела, где находимся от отеля мы. Мы находимся от отеля в 6 минутах ходьбы. Нет, надо было сделать...
крюк вот такой вот через набережную, найти место. Ну, И мы потом же искали ювелирные магазины. Но мы просто шли по принципу Ничанга. Да. А дальше на набережной. Оказывается, надо по-другому. Оказывается, просто набрать Google, открывать, забивать Google обмен валюты, и тебе будет все выдавать. Да. Элементарно, Ватсон. В общем, сейчас мы идем в какой-то ресторан, не знаю куда. Доверимся Google. Хотя вот здесь тоже местные сидят. Может, там здесь сидеть? Пойдем, но куда мы идем? Ладно, идем куда идем. Короче. Потом надо будет нам Ой! или на то. А главное такого типа, ну, мы меняем $100. Он такой, ну, я так чувствую, до завтра, да? Да, увидимся. А я, во что здесь такие цены? Нет, нам по этой стороне и потом налево. Я так стою, думаю, во что здесь такие цены, что мне $100 не хватит на один день? В смысле, до завтра. Я планирую на $100 здесь прожить, как бы, хотя бы дня 3. Не, ну хотя бы дня 3. Ну, как бы, я же не планирую здесь скупать все. Ну, правда, мы в Ничанге на первые $100 Жили там несколько дней. Посмотрим. Здесь же увидели немножко цены. Кокосы 22, бананы, связка маленькая 28, большие 25, мандарины какие-то по 40 и манго за 35 за килограмм. А passion fruit за 45 за килограмм. Ну что, жизнь налаживается. Чин-чин. Идем дальше. Тоже какая-то еда можно взять. Ценники. Уличная еда. Цены. Пришли в какой-то ресторанчик, посмотрим, что есть по ценам. Так, что у нас здесь есть? Комбо-сет. Ценка, конечно, здесь. Я просто смотрю, что это. В итоге приземлились здесь. Здесь уже нам поставили салфетки вот такие вот свежие. Воду налили, можно пить. Ну и различные соусы. А также есть вот такие вот салфеточки. Жизнь налаживается. Ура! Оказывается, ресторанчик, где мы сидим, уже держит несколько поколений. Здесь указано первое поколение, второе поколение, и сейчас третье поколение. Какая круть. Big one. Класс. Да, seafood для нее. Крутя. Довольно. Класс. Какая лапа! Он дуриан ест. Офигеть. Смотрите. Ой, ляпа. Обалдеть. Это целый кальмар целиковый. Класс. Здесь вообще так много. Да и здесь столько всего. Это Ну, остро. И у меня Но все равно вкусно. Очень вкусно. Пахнет офигенно. Мы выкатились, я могу сказать точно. такие порции, конечно. Ой, это сейчас надо у меня вообще отрыжка пойдет. вообще не есть с самого раннего утра, ну сутки не есть, чтобы такую порцию съесть. Я доела, она не доела. Я бульон. Ну, не бульон. смогла. Я бульон выпила, потому что бульон был наваристый такой, что прям... А у меня был такой спайси. Ну, правда, у нее спайси было еще. У меня было еще более спайси, но прям... Но мне очень понравилось по количеству мяса, по количеству морепродуктов внутри. Это вообще просто очень вкусно. Заплатили мы за 2 супа вот таких вот больших и 2 манго-шейк 280 вьетнамских дон. Но я вообще считаю, что это очень даже Да, дешево. ну то есть один суп, вот такой вот большой, но именно вот такого формата суп, стоил 100 дон. Ну, в общем-то, 350 рублей. В общем-то, это Да, нормальная цена. вполне нормальная цена. Конечно, можно, наверное, где-то... Не, можно за 60 поесть, честно скажу, можно. Мы вчера ели в Хошимине, но здесь это прям, ох, Очень вкусно. меня сейчас порвет на части. Я вот так вот иду.
интересно. Нашли шоколадье. Делают. Рядом с нашим отелем нашли какой-то большой магазин. Не понимаем, что это. Сувенирный, не сувенирный. Не, там все такое. Да, хотим зайти посмотреть. Это Дананг Март. Буквально вон, Golden Lotus. Лакшери отель наш. Прям вот он, магазин большой какой-то. Да, мне кажется, здесь он немножко подороже. Он, типа, мне кажется, больше туристический такой какой-то. 46. Даже интересно просто. Это что за коробки? Сосиски детские, что ли? 14. Обалдеть. Смотрите, морской конек. Это морской конек. А вот это вот. Ну да. А вот это вот что? Это какие-то уши. Это личный. Ну да, это типа какого-то большого маркета. Мгм. Кстати, во Вьетнаме очень популярные женские вот эти вот вещи. Они, видите, со снежинкой. Они с ментолом и холодят. Еще есть очень много всякой сушеной. Это рыба, типа сушеная какая-то. Вот такая вот. 149. Может, соленая, либо с перцем. А, с чесноком она. Вот. А это какой-то обсыпки. Это, вот это какая-то рыба сушеная. Это, типа, мне кажется, кальмары сушеные. Не, ну я поняла, что я пробовать не могу. Ну, даже, ну да. В общем-то, можно попробовать и понять еще, что вам больше всего нравится. Всякая такая вот сушеная шняшка. Интересно. Те, кто любит под пиво, мне кажется, самое оно для них. Вот мы сравниваем по кофе Легенд. Мы были в обычном магазине, купили за 90, здесь 101. Значит, в этом магазине немножко подороже, чем в обычном магазине маркете. Судя по всему, где-то так. О, кофе типа лювак 3 в 1. Вот такой вот. Конфеты, кстати, с дурианом. Вот он. Стоят они 79 здесь. С кокосом. Вот такие вот различные, вот такие конфетки. Типа, наверное, этих, типа рафаэлок. Очень похожи. По 77, если я правильно понимаю, они. О, даже с дурианом есть, типа как рафаэлки. По 130 стоят. Вот они. Так, вот они, желешки. По 109 они. Здесь. Да. Да. Кофе. Робуста. Ой. 305. Увидели маленькие бутылочки. Смотрим, думаю, что же это для подарка, думаем, какой-нибудь напиток интересный, алкогольный. Здесь, значит, по-вьетнамски написано. У меня есть переводчик, который переводит с картинки. Начинаю читать. Сиськи в душе, любительская, короче, для мальчиков. Да. Думаю, не поняла. И понимаю, что это для поднятия, да, потенции, короче, вот. А вот такое здесь тоже есть. О, да, чаи, смотри, роза. Жасмин, пион различный, хризантема. Ну, допустим, роза стоит 134, пион, сейчас пытаюсь посмотреть, наверное, также, 114 пион стоит, давай, 123, ну, классно. Нашли, кстати, звездочку. Мы в прошлом году в аптеке покупали их за 8, вот одна такая, здесь 10 стоит. В общем, тоже, наверное, неплохо, можно брать. Очень классно для подарка. Потрясающие звездочки. 430 это одно, что ли? Да. Это какая-то мазюкалка 430. Видимо, какая-то очень волшебная. Не знаю. 44. Тоже какие-то мазюкалки. По 59. Вот это вот со змеей. Это китайские, поэтому они, наверное, и дороже. Тигр 55. Да, это тайские. Наверное.
Вот такие всякие мазюковки по 135. Цены, в общем-то, видите сами. Это мешочки, тоже тайские, я так поняла, которые пахнут, можно положить куда-то в одежду. По 57. Еще одна интересная фишка, сушеные фрукты. Например, клубника сушеная. Вот такая вот 190 стоит. Интересно. Это кокос. А это папай. А, манго. 87. Тамарин. 61. А это я не знаю, что такое. А даже интересно. Что-то тяжеленькое такое. Какой-то орех, что ли? Хрен поймешь. А не гриб? Не знаю. Среди сушеных фруктов даже есть сушеный дуриан. Стоит он 125. Заморожено сушеный дуриан. Прошли весь квест, зато закупились. Да. Еще раз попробовали, да, нашу карточку. Карточка снова везде работает. Вообще, я В восторге. просто в полном восторге. И заходим теперь в наш отель. Дорогие друзья, в общем-то, мы уже в отеле пришли, разобрали чемоданчики, потому что мы когда заехали, сразу пошли, в общем-то, по городу, разобрали наши вещи, которые сейчас, ну, как бы покупки, которые мы купили, там, воду, какую-то еду такую вот себе бросили в номер. И вдруг поняли, что мы не сказали выводы по нашему первому впечатлению по вечеру по городу Дананг. Я понимаю, что мы приехали вечером, и уже было темно, и сложно ориентироваться в незнакомом городе, но все же. Первое впечатление было уже? Да, первое впечатление, как мы уже неоднократно это сказали, он отличается сильно от Нячанга. Если Нячанг это такой вот... Прям курортный город, курорт. Да, и прям вот там чувствуется там Да. трафик, мотоциклы, прям вот Вьетнам, магазинчики вот эти разнообразные маленькие, кафешечки придорожные. И все сбегает к морю. Да, все, там, то есть, там полностью все, Вся жизнь у да, моря. сосредоточено у моря. То есть чем глубже, тем меньше туризма, могут меньше жизни. есть какие-то кафешки местные, где люди сидят, но вся жизнь в основном вся у моря проходит. Там все на пляже проходит, там до 12 ночи, до часу ночи, всякие кафешки, там люди купаются. Там на пляже светлее, чем на улице. Светло, как днем. Да, то есть здесь у нас, например, обратное впечатление, что здесь вдоль береговой линии, чем позже, тем делать больше нечего. А вся жизнь и вся вот ночная жизнь, она кипит где-то больше в глубине города, на всяких улочках, там бары, какие-то рестораны. Причем бары вот именно такого, знаете, мне в какой-то степени вспомнился Кипр. Когда там ходишь, Да, и да, там вот эти вот полуоткрытые вот эти бары, и стоят, их люди зазывают. Рядом с музыкой, с такой Да. европейской, дын-дын-дын-дын. Европейцы сидят, вот так они любят Пиво пиво, курят, какие-то да. коктейльчики попивают. Рядом же какие-то массажные салоны, которые делают не только фуд-массаж, Да, а даже да. написано special массаж. Ну, то есть вот первое впечатление, ты все-таки немножко находишься в европейском больше городе, чем в вьетнамском городе. Вот правда. Какая-то вот такая здесь мутная история, которая больше направлена на европейцев, которые решили сюда приехать и Оторваться. во все тяжкие. Потому что, я думаю, для них это вообще здесь считается прям очень дешево. Потому что если по нашим ценам здесь достаточно дешево, то по их Ой, ценам, да. я думаю, здесь вообще гуляй рванина. Вот. Но это первое впечатление. Что Возможно, дальше, да, оно поменяется, но это вот наше именно первое такое впечатление. Второй момент, который нас очень сильно удивил, это момент просто, с обменниками. Потому что, опять-таки, параллель по Нячангу, там этих ювелирных, там даже просто на улице люди стоят с табличкой, вьетнамцы, поменяют деньги. Да, через каждые 500 метров. Здесь же... Зашли в ювелирную, они no. А я никак не пойму, она типа no.
Я говорю, не поняла, тогда и нет. Он, no. Типа, иди отсюда. У нас приличный магазин. Вот, и как-то вот, я... И, во-первых, вернее, во-вторых, здесь вообще практически ювелирных нет. Да. Если в Ничанге они на каждом углу там продается полно, особенно жемчуга, То здесь практически их нет, вот правда. Здесь очень много аптек, мы встретили. Да, в Ничанге меньше аптек. А здесь прям тоже на каждом шагу. Причем аптеки, опять же, европезированные. Здесь лекарства в основном такое, которое у нас в аптеке можно Да. купить. Ну, в общем, вот такие вот некоторые нюансы, которые нам бросились на первый взгляд в глаза. Посмотрим, как пойдет дальше. Времени у нас здесь полно. Постараемся найти вьетнамское в Вьетнаме. Вот. Ну, а сейчас мы будем отдыхать, дораспаковывать наши вещи и готовиться к полноценному дню и вкушению нового ритма жизни в городе Дананг. А на этом с вами попрощаемся, как обычно. Пожелаю вам крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Потому что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами при любых обстоятельствах. В любых. Это легко. Пока-пока. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.